Добрый вечер. Я обещала сегодня после нашего швейного, я даже не знаю, как марафона, это еще не марафон, это просто было видео отснято. И в швейном деле, не знаю, для меня очень было волнительно, тревожно, но, по-моему, получилось. Я смогла показать то, что я делала. И я в конце пообещала, что сегодня я буду жарить крылышки. Поскольку мы хорошо активно потрудились, теперь мы можем вкусно и прекрасно покушать. Будем мы делать крылышки во фритюре. Замечательнейшее блюдо. Я уверена, что оно вам понравится, поскольку всем, кто его пробовал, все его готовят. Что нам для этих крылышек нужно? Самое важное – это наш старенький дедушка-котелок походный. Мы всегда берем его в путешествие. Вот, или на отдых, на речку, к морю, там, неважно. Мы в нем варим раков очень вкусных, делаем уху, жарим крылышки, рыбу и так далее. Наполняем мы наш котелок масличком. Обычно я наливаю литр масла. И самое хорошее, что его можно использовать еще раз. Больше я не использую. Масличко. Дальше. Непосредственно крылышки. Они у меня уже помыты, подготовлены. Эти крылышки куриные. Мука, в которой они будут обваливаться. Манная крупа, которая добавляется 1 к 3 в муку. Вот мы ее сейчас подсыпем. Один к 3. Почему манная крупа добавляется? Можете взять муку итальянскую, она твердых сортов. Она такая же, как эта манка по своей консистенции, такая зернистая. Для хруста. Кому нравится хруст, добавляйте манную крупу. Если не нравится, не добавляйте. Мы делаем и так, и так. Соль, которой мы посолим наши крылья. Обычно я солю непосредственно крылышки, не муку. А в муку я добавляю только специи, которые любит моя семья или мои гости. Все. Это нам уже не понадобится. Сами специи, которые мы добавляем в муку. Есть. Шумовочка, в которой мы будем доставать готовые крылышки. Посуда для готовых крыльев. И на дно посуды я всегда кладу салфеточку, чтобы лишний жир, который, бывает, остается, она взяла на себя. И соус, с которым мы будем поглощать эти крылышки с аппетитом. Приступим. Пока я буду крылья макать в кляр, нагреется масличко и будем жарить. Сейчас мы еще подготовим крылышки. Я их просто нарежу на 2 части. Так удобнее кушать, приятнее кушать и быстрее жарить. Но можно готовить и целое крыло. Нарезали крылья, прекрасно подготовили. Наша задача перемешать хорошенько муку со специями и манкой. Вот прям этой шумовочкой, которой мы потом будем доставать крылышки. А в это время мы должны подготовить наш котелочек. Пусть масло греется. У меня тут салфетка специальная, если вдруг где-то что-то я там на плите насолила, у меня всегда салфеточка здесь есть. Вот, значит, вот мы хорошо размешали муку со специями. Крылья помыли, когда они не нуждаются в том, чтобы их потом промокнуть салфеткой. Не надо. Наоборот, когда они немножко влажные, но не мокрые, вот, они очень хорошо к себе притянут кляр. И эта мука прилипнет хорошенечко и создаст прекрасную вкусную шубку. Теперь погружаем наши крылышки в муку.
сколько руки берут. Туда их побольше. Туда их побольше, и пусть они подружатся с мукой. Вот так вот. Вот прям вот так вот. Хорошенечко, хорошенечко. Ничего, что у вас на стол просыпется. Потом все можно убрать. Вот так вот. И пусть они там посидят, пока масличко нагреется. И вот крылышки подружатся с этим кляром. Лишний с них осыпется. Вот. Вот так вот. Пока что достаточно, просто миска больше не вмещает. Конечно, можно еще парочку положить, но зачем? Мы сейчас часть изжарим и добавим эти. Наше масло уже нагрелось. Как проверить степень нагрева масла? У каждого свои методы. У меня он очень-очень простой. Кусочек лука или чеснока вы опускаете в масло и определяете, оно нагрелось или нет. И все. Сейчас мы это проделаем. Я думаю, что оно уже практически готово полностью для того, чтобы жарить крылышки. Нет, не совсем полностью. Еще хоть бы полминуточки ему. Добавим огонька немножко. А вот теперь он начал стрелять. Характерный звук появляется, потрескивание. Это говорит о том, что масло нагрелось полностью. Вынимаем этот лучок, удаляем его и опускаем наши крылышки. Хотите по одному, хотите по нескольку штук. Как вам удобно. Но главное не наваливать столько, чтобы они там друг на друге сидели. Чем больше у них пространства, тем лучше они красивее прожарятся. Вот сейчас мы посмотрим. Немножко схватится кляр, чтобы я его не ободрала этой шумовочкой. И смотрим, можем мы еще туда, не надо больше добавлять. Вот они там хорошенечко жарятся. Нет, хотя одну штучку еще можно кинуть. Одну можно кинуть. Вот. Подрумянятся. Периодически мы их помешиваем обязательно. Ну, чтобы равномерно оно все прожарилось, чтобы было красиво. Вот так вот. Пусть жарится. Вот так. Такой метод очень хорош тем, что ничего не пригорает. Если что-то осыпалось с крылышек, ну все осядет на дно, но не будет гореть. Ждем, когда наши красивые крылышки подрумянятся. Занимает этот процесс на среднем огне. Можно на максимальном, но на максимальном могут не пропечься они хорошо внутри, а сверху уже быть румяными. Я вот огонь беру чуть больше среднего. 5 минут. Ну вот, 5 минут прошли наши. Я думаю, что наши крылышки, эта партия готова. Вот они, красавцы. Я их буду вынимать. Давайте мы покажем, как мы это делаем. Ой! Ну, я неуклюжий, я очень неуклюжий человек, поэтому у меня обязательно что-нибудь упадет. Вот наши хорошие, вкусные, а главное, очень красивые и удобно кушать крылышки. Вот какая красота. Но мы продолжим, поскольку у меня масло кипит, я не могу долго показывать. Опускаем новую партию сюда. Думаю, довольно. Сейчас немножечко кляр схватится, и мы будем немножечко их шевелить. Тут заляпало все жиром. Ну ничего, бывает, это не проблема. Все, я думаю, можно немножечко их пошевелить. Вот так. Сколько готовлю?
у меня они никогда не слипались друг с другом. Наверное, это не должно происходить в таком количестве масла. Вот. Поэтому вот такая прелесть, вот такая радость и вкуснятина, и пахнет очень-очень ароматно. Его хочется кушать. Ну вот наши крылышки готовы. Я постаралась, друзья, это очень вкусно, я очень вам рекомендую повторить этот рецепт. Он очень прост, очень дешев, очень интересен, и не стыдно принять гостей с таким ужином. Вот, приятного всем аппетита, желаю вам доброго, мирного времени суток, поскольку я не знаю, который час у вас теперь. У нас вечер, у нас ужин, и мы будем сейчас вкушать это прекрасное блюдо. Спасибо вам огромное за внимание. Приятного вам аппетита, если вы кушаете. И до новых встреч. Я буду очень рада с вами встретиться. Попробуем эту вкуснятину. Возьмем вот такое крылышко и очень вкусно покушаем. До новых встреч, мои дорогие!